5 признаков того, что человек переживал нарциссический абьюз. Такой человек внешне может выглядеть спокойным, уравновешенным, сильным, адекватным, но внутри у него очень много накопленного напряжения, потому что он находился в разрушительных отношениях с нарциссом, испытывал обесценивание, эмоциональные качели, его ломали, стирали его границы. Сегодня мы с вами поговорим о 5 признаках, по которым можно понять, что этот человек находился в отношениях с нарциссом. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы поговорим о 5 признаках, которые говорят о том, что человек находился в разрушительных, абьюзивных отношениях с нарциссом. Это нужно знать не только для того, чтобы понимать, что человек, с которым вы имеете дело, возможно, ранее находился в разрушительных отношениях, и к этому нужно быть определенным образом готовым. Вы также можете обратить внимание на наличие этих признаков у себя и постараться их как-то скорректировать для того, чтобы дальнейшие отношения выстраивались более здоровым образом. Чтобы вам не приходилось тащить эту травму разрушительных отношений прошлого в свои будущие отношения. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый признак того, что человек находился в разрушительных отношениях с нарциссом, это то, что он постоянно сомневается в себе и в своей эмоциональной реакции. То есть я, наверное, преувеличиваю, наверное, я слишком как-то отреагировал эмоционально, наверное, мои эмоции неадекватны. Все это следствие того, что человек находился в отношениях с нарциссом, где было много газлайтинга. То есть нарцисс всегда так вот и говорил, что это не моя шутка обидная, а ты обижаешься, потому что ты слишком чувствительная или чувствительный. Когда вы общаетесь с таким человеком, вы можете часто слышать, что он постфактум как будто бы сомневается и перепроверяет свои эмоциональные реакции. Вот идете с таким человеком, он говорит, вот мы были в компании, я там как-то вот посмеялся с этой шутки, вот я не могу понять, может быть, может не стоило смеяться, может это как-то было ненормально. Понимаете, человек сомневается по поводу своих эмоциональных реакций. Это вот как раз таки следствие того, что человек находился в отношениях с нарциссом. Второй признак того, что человек перенес нарциссический абьюз, находился в таких отношениях, это то, что человек постоянно улавливает чужие настроения. Вот вы можете заметить, такой человек, он очень чувствителен к чужим микрореакциям, к тому, что кто-то как-то вздохнул многозначительно, что кто-то там замолчал. Вот он как будто бы очень такой вот тревожный и мнительный, но вся эта тревожность и мнительность, она направлена не, вот так, не диффузно наружу, а конкретно на поведение других людей. Он старается угадать, как будет меняться настроение, чтобы потом под это настроение подстроиться. Вот то, о чем я говорю, это не эмпатия, это выученная стратегия выживания рядом с нарциссом. Третий признак того, что человек пережил нарциссический абьюз, это то, что он находится в токсичном стыде. То есть он часто стыдится там, где нужно, там, где не нужно. Это может проявляться так, что вот он извиняется, часто берет на себя какую-то вроде бы вину. Можно видеть, что у него часто это проявление испанского стыда. Слиятельный стыд, когда вы оказались свидетелями какой-то такой постыдной, неудобной, неловкой ситуации, видно, что он прям переживает ее очень тяжело. Он переживает ее так, как будто бы это с ним случилось. То есть он стыд испытывает очень часто, ну и, соответственно, так же вот себя ведет. Извиняется, старается быть как-то потише, поменьше, менее заметным. Это связано с тем, что в отношениях с нарциссом нарцисс использует стыд и вину как инструменты манипуляции. То есть он очень много стыдит свою жертву, очень много пытается подчеркнуть какие-то ее нехорошие стороны и тут же их стыдить по этому поводу, для того, чтобы иметь контроль. Человек, который вышел из отношений с нарциссом, но при этом как-то не прожил это, не проработал вот эти вот отношения, часто этот стыд носит с собой и стыдится постоянно по любому поводу, потому что стыд это одна из таких выученных эмоциональных реакций. Четвертый признак того, что человек находился в нарциссическом абьюзе, это то, что он избегает конфликтов любой ценой. Вот он готов терпеть, молчать, как-то сглаживать углы, но только точно не конфликтовать. Потому что его опыт конфликтов с нарциссом говорит ему о том, что любой такой конфликт приводит к эмоциональным потерям, к тому, что тебя будут как-то ломать, обесценивать, не знаю. То есть ничего хорошего не произойдет, мы уж точно не договоримся. Поэтому вот такие люди, которые пережили нарциссический абьюз, они стараются не конфронтировать, они такие вот конформисты, он скорее будет терпеть, как-то удерживать, говорить о том, что ему что-то не нравится, он не будет. Если в обычных отношениях мы можем конфликтовать, понимая, что эти отношения для нас ценны, что мы как будто бы на одной стороне в конце концов, потому что у нас есть там, мы любим друг друга, или какое-то у нас теплые отношения, дружеские отношения. Поэтому, несмотря на то, что мы конфронтируем, мы стараемся, держим в голове, что в конце концов мы должны прийти к общему знаменателю, мы должны как-то найти какое-то согласие. Нарцисс не рассматривает длительные стабильные отношения как
что-то, что ему вообще важно. Ему важно здесь и сейчас получить нарциссический ресурс. Поэтому, когда человек, который находится в отношениях с нарциссом, начинает говорить о том, что ему что-то не нравится, ну, как будто бы он обозначает конфликтную ситуацию, это приводит к тому, что нарциссу нужно вот в этой конфронтации другого человека, ну, заставить отказаться от своих желаний. Вот то, что не нравится, перенравится. В общем, договариваться мы с тобой точно не будем. Поэтому часто бывает так, что человек уже давно вышел из отношений с нарциссом, а в новых отношениях его воспринимают как, ну, немного такого беззубого, что вот он не умеет отстаивать свои позиции, часто вообще не говорит, чего он хочет, такой, как будто бы человек немой, как будто он потерял свой голос. Пятый признак того, что человек перенес нарциссический абьюз, это то, что он не чувствует свои границы. Это может проявляться в том, что человек не умеет говорить «нет», или если он, например, отказывает, то видно, что ему очень стыдно, опять же, токсический стыд. Он придумывает кучу оправданий. Часто эти оправдания, но они как будто бы уже, ну, и не нужны. Ну, то есть вот, ты человека спрашиваешь, пойдешь сегодня вечером там на концерт? Он говорит: нет, извини, не получится. Ну, у меня сегодня просто там, у меня мама болеет, мне надо будет к ней ехать. И, в общем, и он начинает какие-то такие вещи говорить, что вам уже становится как-то стыдно и неудобно из-за этого. То есть человек не умеет выставлять свои границы. Для него это как будто бы такие сверхусилия. Как будто бы он что-то нарушает, когда он просто отказывает или когда он просто говорит, что ему что-то не нравится. А связано это с тем, что границы этого человека долгое время не признавались. Нарцисс их просто вот, ну, как бы не замечал и делал так, как он хотел, поступал так, как ему нужно. И теперь человек сам считает, что эти границы, ну, как будто бы он не имеет права вот отказывать. Он не имеет права на собственное пространство, на собственное мнение, на собственный какой-то вкус. Если вы узнали у себя или у кого-то из своих близких вот эти признаки, о которых я говорил, не нужно думать, что это какая-то слабость характера там, или проблемная психика. Это следствие нахождения в разрушительных отношениях. То есть вот когда человек находится в отношениях с нарциссом, у него формируются определенные защитные поведенческие стереотипы, которые вот человек из отношений вышел, а вот эти вот поведенческие автоматизмы, они как были сформированы, такими, ну, и остаются. Мы не пересматриваем свои автоматизмы просто так. Мы, как правило, ведем себя, ну, вот как обычно. Если вы понимаете, что у вас есть эти вот последствия нахождения в отношениях с нарциссом, сложно с этим разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Потому что бывает так, что человек находился в отношениях с нарциссом, там сформировалось вот это вот защитное такое жертвенное поведение. Потом эти отношения закончились, прошло там полгода, год. Это все воспринимается как какой-то страшный сон, это было давно уже и неправда. Начинаются новые отношения, и в новые отношения человек заходит с теми же поведенческими стереотипами. То есть человек в новые отношения заходит, ну, считаясь таким жертвенной какой-то позицией, с жертвенным поведением, и, соответственно, эти отношения, ну, ни к чему хорошему привести не могут. Поэтому очень важно, чтобы вот этот опыт нарциссического абьюза, он не только остался в прошлом, но был еще и проработан. Если вы когда-нибудь замечали таких людей, по которым видно, что этот человек раньше находился в отношениях с нарциссом, может быть, вы когда-нибудь начинали с кем-то встречаться и вот вначале видели, что человек ведет себя так, что раньше он, скорее всего, находился в каких-то абьюзивных отношениях. Поделитесь своим опытом в комментариях, я вам буду очень благодарен. Также, если это видео вам понравилось и тема кажется важной, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.